Глава 33. Принц Гаап. Затмевающий разум. 33-й дух зовется Гаап, иначе может именоваться как Гоап или Тап. Он великий губернатор и могущественный принц. Он появляется, когда Солнце находится в южных знаках зодиака в человеческом образе и идет впереди 4 великих и могущественных королей, указывая им путь. Гаап способен наделить человека знаниями философии и рядом других наук. Способен вызывать ненависть и любовь, а также делать человека невидимым. Помимо этого, Гаап способен даровать своим истинным последователям фамильяров, а также научить освящению вещей, которые находятся во власти Амаймона. На вопросы всегда отвечает правдиво, не лукавит и способен раскрыть секреты прошлого, настоящего и будущего. Без особых трудностей Гаап может перенести любую вещь из одного места в другое, даже если они находятся на приличном удалении друг от друга. Также он может вызволять друзей из-под власти других магов. Еще до падения Гаап находился в чине власти. Согласно Лемегетону, Гаапа именуют еще повелителем духов, одним из 4 главных духов, которые находятся над остальными демонами Медного сосуда. Как пишет Вейер в своей «Псевдомонархии демонов», были случаи, когда некроманты предлагали ему жертвы, а также сжигали приношения для его призыва, ссылаясь на то, что именно так этого демона призывал Соломон. Однако все это не более чем ложь. Таким образом поступал не царь Соломон, а Хам, сын Ноя, который сразу же после окончания потопа начал призывать различных злых духов. Гаап – это мрачный демон, который к тому же имеет собственное мрачное проявление, а именно делает различных людей неосведомленными и невосприимчивыми. Как? Замусоренность сознания, из-за которой человек становится полусонным, но в то же время невероятно агрессивным. Это и есть проявление присущности Гаапа на уровне психокосма. Следует отметить, что Гаап – невероятный любитель всяческих жертв. Требует от человека того, чтобы он добровольно отказался от самого ценного в их жизни – свободы и любви. Взамен этой жертвы дарует человеку безграничное и тупое ощущение собственной важности, которое зачастую даже четко не сформировано в сознании. Типичный образ человека, который одержим Гаапом – агрессивное, ограниченное и тупое существо, отличающееся от окружающих интеллектуальной ограниченностью, грубостью психики и слепой яростью. В жертву Гаапу приносится пластичность сознания, отчего образующая система человека становится прямолинейной. Ведь именно прямолинейность является противоположностью сомнениям и раздумьям. Основное отличие прямолинейного сознания у таких людей – это трудность восприятия того, что человек, который думает иначе, чем он, тоже может быть прав по-своему. Одержимый Гаапом человек ест молча и требует такого поведения от всех окружающих. К тому же он не любит помидоры, а тех, кто их любит, считает обладателями дурного вкуса. Демон Гаап, овладевший человеком, лишает его разум двусмысленности, а, соответственно, и такого необходимого чувства, как чувство юмора. У человека образующее мышление становится обстоятельным, вязким, ему трудно быстро переключиться с одного предмета на другой. Разумные компромиссы тоже не для таких людей. Отличает таких людей полная уверенность в своей правоте, вот почему он считает неправильным иное отношение к предметам или событиям. А попытка убедить его в обратном не только ничего не даст, но еще может и озлобить такого человека. Удивительным является и то, что одержимый Гаапом человек просто не в состоянии воспринимать и понимать доводы, которые идут вразрез с его собственными суждениями. Он всегда будет игнорировать противоречия, обращая внимание лишь на то, что способно каким-либо образом подтвердить его шаткую мыслительную линию. Нередко Гаап может придать сознанию человека неудержимую любовь к власти. И эта любовь порой настолько велика, что человек начинает получать от нее нездоровое садистско-тираническое удовольствие,
можно сказать, блаженство. Тем не менее, одержимый Гаапом человек довольно часто с невероятным успехом способен за маской благообразия скрывать свои асоциальные личные качества. У одних эта маска носит ханжески коварную утонченность и пропитана угодливостью, хитростью и лестью. У других, кто отличается грубостью характера, одержимость может быть выражена нотациями, которые данный человек невероятно любит озвучивать либо своим домашним, либо подчиненным, при этом всячески восхваляя себя любимого. К примеру, зануда дома, который в семье старается упрекнуть всех без исключения, кроме себя, конечно. Тем не менее, такой человек довольно часто на поверку оказывается нечистым в личной жизни. Живет такой одержимый не духовной жизнью, так как его больше всего прельщает жизнь влечений. То есть он предпочитает сладость власти, пищевые и сексуальные удовольствия. Если он коллекционирует марки, то это не из-за того, что он любит, чтобы все было аккуратно разложено по полочкам. Основное его желание – получить такие марки, которых больше ни у кого нет, и пусть обзавидуются. Такой одержимый Гаапом человек просто обязан постоянно держаться в рамках так называемого сносного поведения. К одержимому не стоит относиться жалостливо, как к больному, который не в состоянии владеть своими чувствами и собой. Это вредно не только для него, но и для окружающих его людей. Чем-то данный случай можно сравнить с хроническим алкоголизмом. Демон Гаап, как и ряд других демонов, не может выдерживать прямого луча сознания, которое направлено на него. Именно поэтому, когда его осветит белым светом, он уходит из человека. Тем не менее, одержимость этим демоном в большинстве случаев не поддается так называемому прямому экзорцизму. Связано это с тем, что Гаап – это очень древний и изощренный демон, и экзорцист все свои усилия должен прежде всего направлять на то, чтобы осознанность увеличивалась в самом одержимом человеке, особенно если изгнание демона из одержимого по ряду причин просто нецелесообразно. Он управляет более чем 66 легионами духов и принадлежит к чину сил. Наиболее благоприятное время для призыва – с 9 по 18 февраля и со 2 по 7 сентября в дневное время. Ранг – принц и губернатор. Направление – восток. Стихия – воздух. Планета – Меркурий. Металл – олово, ртуть. Растение – мох. Цвет – оранжевый. Благовоние – стирокс. Зодиак – водолей. Слова призыва: Даян, Анай, Таса Гаап.